Hola, amigo! Сегодня ты приглашен на праздник жизни Día de las Muertos. Это особенная ночь для всех живых и для нас. Мы возвращаемся домой по усыпанной лепестками бархатцев дороге, в надежде вновь почувствовать тепло знакомых рук, вкус горячего хлеба, пленяющий аромат цветов. Если сердце помнит, если в доме горят огни, мы придем, чтобы увидеться вновь. Помни, и когда будет окончен твой путь на земле, ты обретешь семью здесь, среди нас. В эту особенную ночь произойдет нечто важное, нечто необъяснимое, о чем мы могли лишь мечтать. Ты увидишь своими глазами. Но помни, мой друг, это наш большой секрет. Наши души сольются в танце, и музыка согреет остывшие сердца. С первыми лучами солнца мы уйдем. Но ровно через год все повторится, если ты будешь ждать и помнить. Если ты будешь ждать и помнить. Всем привет! На связи Риока. Хочу представить вам Скелету Калаверас, девушку-скелета из школы монстров. Мое видео посвящено празднованию Дня мертвых, мексиканским друзьям и, конечно же, процессу создания макияжа Скелеты. Эта героиня никогда не была человеком, а сразу родилась в загробном мире. Не спрашивайте, это фантазия создателей. Но в моей истории я решила подарить ей жизнь, хотя бы на одну ночь. И приступаем к перевоплощению. На подготовленную увлажненную кожу с помощью аэрографа я наношу белый аквагрим. Также это можно сделать с помощью кисти или спонжа. Но для покрытия больших площадей аэрограф особенно хорош. Получается тонкий равномерный слой, так что рекомендую. Наношу грим только на те места, где будут костяшки. И сразу закрепляю прозрачной пудрой. Черным аквагримом с помощью небольшой жесткой кисти намечаю контур костей. И заполняю пространство вокруг. В самом конце я буду наносить слой кремового пигмента, чтобы черный был прямо чернющим. Но он довольно сильно пачкает все вокруг, поэтому пока только слой аквагрима. Начинаю я с рук, потому что с лица у меня косметика уползает гораздо быстрее. Рисую маленькие костяшки, пальцы оставляю на потом. Уже есть чем погреметь. Полусухой кистью растягиваю аквагрим, чтобы придать косточкам объем. Я же не хочу быть картонным плоским скелетом. Мне нужны объемные, аппетитные косточки. На правой руке рисовать немного сложнее, и по идее я вообще могла этого не делать. Но когда поняла это, было уже поздно, так что улыбаемся и пашем.
Пачкаю, пачкаю, пачкаю. Потом добавляю коричневый сухой корректор, чтобы костяшки смотрелись более естественно. Главное, уберите собак от монитора, чтобы они его не погрызли. Я, конечно, старалась в анатомию, но все же персонаж мультяшный, так что и кости получились немного мультяшными. Добиваю объем черными тенями. Некоторые участки высветляю белым кремовым пигментом. И вот что получилось. Теперь шея. Заливаю праймером, белый аквагрим, пудра. Намечаю контур рисунка. Прорисовываю позвонки и все детали. Вот шея точно получается какая-то мультяшная, зато прямо как у Скеллиты. Заполняю остальное пространство черным. В конце я также усилю черный цвет. Надеваю карие увеличивающие линзы, немного воска для лохматых бровей. А как насчет белой бороды? У Скеллиты на лице что-то типа серо-лиловой маски. Я подмешала в белый грим несколько капель голубого, красного и черного, чтобы получить нужный цвет. Ну или можно просто купить лиловый грим. Закрепляю прозрачной пудрой. Очищаю веки и губы. На веки наношу водостойкую базу. Белым карандашом подвожу внутреннее и нижнее веко. Растягиваю глазища. На портрете у Скеллиты я заметила малиновые блики и решила добавить малиновых теней в макияж, чтобы сделать его более ярким. Никанон! Наношу белую основу и голубые кремовые тени на верхнее веко, еще выше и немного снизу. Разными оттенками теней создаю объем, усиливаю цвет и растушевываю. Крашусь так, чтобы глаза были видны из космоса. Тенями намечаю подводку. И лайнером делаю красиво. Корректирую гелевой подводкой. Тушь на реснички. С нижними особо не стараюсь, так как у Скеллиты их просто нет. Серым карандашом рисую брови. Немного странно, но в этой версии у Скеллиты серые брови. По крайней мере у куклы. Но будем считать, что когда ей нанесли лиловую маску, она забыла их подкрасить. Добиваю коричневыми тенями.
Белым лайнером рисую узоры. Как ни странно, это был самый простой и быстрый момент в макияже. Хорошо, что не стала пытаться гримом. Стираю кончик носа, закрашиваю белым кремовым пигментом. По логике нос должен быть черный, но вы уже поняли, что и персонаж, и эта версия не без странностей. Немного оттеняю рисунок по контуру, контурирую нос и оттеняю узоры. Наношу праймер для губ, рисую контур, выходя за свой. Отправляю вам воздушный поцелуй, это очень важный пункт. Заполняю губы малиновой помадой. Добавляю немного нюдовой бежеватой помады, чтобы сделать оттенок более приглушенным. Распределяю с помощью кисти. Карандашом для губ рисую шрамы или имитацию зубов, я точно не знаю, что это. На губах тоже будут такие полоски, так что, наверное, все же имеется в виду зубы. Приклеиваю реснички. Снизу добавляю немного черных теней и растушевываю. Серыми тенями выделяю скулы. В целом лицо Скелеты как-то не очень похоже на череп. Потравлю себя немного мощным фиксатором, чтобы лицо не сбежало раньше времени. Возвращаюсь к шее, усиливаю черный цвет кремовым пигментом. Прорисовываю тени. Вся такая красивая, надеваю костюмчик. Что же делать с руками? Ну, в общем, делаем хоп, и пальцы сами дорисовались. Переходим к следующему, более живому образу. Осторожно, снова лицо без косметики. Наношу увлажняющие и выравнивающие праймеры. Смешиваю две тоналочки, потому что одна хорошо перекрывает, а вторая увлажняет. Распределяю кистью. Не забываем про шею. Корректором прячем косячки, синячки, высветляем всякие складочки. Основа на веки, пудра, фиксатор, линзы, брови. Многое будет повторяться. Белым подвожу нижнее веко. База, голубые кремовые тени. А нет, сначала малиновые тени. Добавляю объем, растушевываю. Подвожу глаза. Черным карандашом прокрашиваю межресничное пространство. Наношу тушь. Немного корректирую форму бровей снизу и рисую их. На этот раз они будут темнее, почти черными.
Рисую губки. Приклеиваю ресницы. Дорабатываю подводку тенями. Делаю контуринг. Высветляю спинку носа и скулы. Наношу хайлайтер. Румяшки, чтобы оживить образ. Добавляю небольшой узор. И готово! Надеюсь, туториал был для вас полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Спасибо за просмотр. Долгой и счастливой жизни вам и вашим близким. И увидимся. Адьос!